прошлом видео мы рассказали о нашем топе 6 мест, в которых нужно побывать, будучи в Закопане. На этой улице полно красивой и старой архитектуры. Мы гуляли по самой красивой улице, пробовали гуральскую уличную еду. Мы с Алисой пробуем польскую традиционную кухню. Осторожно, блин, Алиса! Сейчас мы идем на закопанский аттракцион. Будем подниматься на гору на фуникулере. Поднялись на фуникулере на Губалувку, чтобы увидеть панораму Закопаны. Очень красивая панорамная площадка. Наверное, ночью тут тоже все светится. Видео очень интересное, обязательно посмотрите. Ну что, страшно было? Алисе было бы страшно. Ну хорошо, что ее не пустили. Здесь на вершине горы своеобразный туристический центр. Очень много всяких кафешек, развлечений. Всем доброе утро. Мы сейчас находимся на паркинге и будем пешком подниматься к озеру Морское Око. Пешком по дороге, по нормальной асфальтированной дороге идти примерно 4 часа. Это 9 километров. Не знаю, как Алиса выдержит или нет, но другого варианта нет. Потому что это заповедник. На машинах дальше проехать нельзя. На велосипедах тоже. Но ходят конячки, ходят повозки. Насколько я знаю, 90 злотых, по-моему, с человека. Это очень дорого. В переводе на наши украинские деньги это примерно около 800 гривен. Ну, реально дорого. Дождик моросит. Ну, будем двигать пешком. Будем надеяться, что через 4 часа мы будем уже там, возле озера, и покажем вам красоту. Сейчас около 9 утра, и на парковке уже довольно много машин. Вот народ тоже готовится в путь, а мы дождевики не взяли. В навигаторе на машине может не показать вам Морское Око, поэтому выставляете Поляныца Бяльшанска. И вот в этом месте находится парковка. Короче, паркинг за машину 43 злотых содрали. Потом дальше ты проходишь, идет касса. В кассе за нас, за всех, не знаю, как она считала, Алису считала или нет, еще 45 злотых. Плюс мы купили дождевики по 15 на всякий случай, чтобы не намокнуть сильно. А вот здесь стоят конячки, которые везут туда, почти к озеру. И оттуда еще 20 минут нужно будет идти пешком. Мы вышли в начало пути, решили идти пешком, на лошадке не поедем. Во-первых, Тая не любит, во-вторых, дорого. Все-таки я была права, по 90 злотых с человека, Алису на ручке. Но мы пешочком. Бежать не надо, потому что ты устанешь. Силы береги свои, хорошо? Вот такая асфальтированная дорога, в принципе, почти до самого конца. Заповедник, машинами нельзя. Людей идет много, очень-очень много. По пути встречается много вот таких вот скамеечек. Зоны отдыха. Вот малыш в коляске. А мы с Алисой коляску оставили в Одессе. Так бы было, конечно, альтернатива. Озеро Морское Око является самым крупным в Татрах. Оно расположено в долине Рыбьего потока у подножия Мингушевецких вершин на высоте 1395 метров над уровнем моря. Глубина превышает 50 метров. Одеваем дождевик. Он длинный, и здесь есть такой пояс, поясочек, который мы сейчас подвяжем, чтобы он не волочился по ногам. О, стой. Все, гномика утеплили. А Тая не хочет идти в дождевике. Первый километр пути мы успешно миновали. Что я вам хочу сказать? Если вы идете с маленькими детьми, обязательно берите коляску. Вот с такими до 5 лет. Потому что, ну, тяжело, они же медленно ходят очень. Нас уже обогнала куча людей. Вот, но мы идем как идем. Я понимаю, что часа за 4 мы, наверное, дойдем, да? Как ты? Нормально? Да. В Морском Око, в отличие от большинства озер в Татрах, живет рыба. Это один из самых посещаемых туристами уголков в Татрах. Летом здесь очень много народу, зато осенью это место покоряет тишиной и покоем. Идем! Пошли, Алиса. Давай, Алиса, догоняй. По пути встречаются указатели и маркировка на различные маршруты. Дождь усилился, одели уже второй дождевик. У меня нет, я иду так. По пути встречается очень много красивых пейзажей. Водопады, реки, горы заснеженные. А дождь льет. Надо ускоряться. Народ, догоняйте. Вышли на вот такой большой мост. Здесь все остановились, чтобы посмотреть на водопад.
остановиться, еще далеко. Кстати, на всем пути встречаются вот такие биотуалеты, кому приспичит, чтоб не писали в горах и в лесу. А вот едет конячка, повозка, от которой мы отказались. Еще одна лошадка с повозкой. И встречается очень много поваленных деревьев, вот таких в лесу. Иди, иди, я за тобой иду, Алис, давай, ускоряйся, пожалуйста, Дось, нам надо идти, давай. Тая уже где-то урвала вперед. Алис, мы так медленно не сможем дойти до вечера. Нужно чуть-чуть быстрее, хорошо, Дось? Началось, у нас началось. Синдром усталости. Мама нести не может, маме нельзя, ты знаешь? Нет, 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 нет. Еще один участок зоны отдыха, и там какой-то указатель. Кто-то идет прямо, а кто-то поворачивает направо через мостик. С этой стороны есть туда. И с этой стороны тоже на Морское Око, тоже 1:10 получается. Вот такая пошла дорожка. Вот можно пойти сюда, да? А можно пойти дальше по асфальту. Что мы делаем? Почему? Ты думаешь, сюда сложнее? А здесь красивее, наверное. Люди с коляской и с ребенком маленьким тоже пошли этой дорогой асфальтированной дальше, чтобы по камням не переть. Идем дальше потихонечку. Вроде дождь меньше стал. Обратно будем спускаться по вот этой тропе. У нас привал. Дети хотят что-то пожевать. Я взяла орехи и бутерброды. Орехи? Я первая просила. Мы первые просили. Вон там внизу народ поднимается серпантинами. К нам прилетела вот такая красивая птичка, не знаю, как она называется, и мы кормили ее орешками. Кидали орешки, она просто забирала со стола орешек, поднималась на дерево, боялась долго находиться на столе, а потом назад спускалась. Снег, да, Алиса говорит. Вот здесь конечная остановка всех повозок. Здесь высаживают вас. И вот туда дальше еще минут 20 к озеру вы идете уже пешком полностью. Температура снизилась, и в этом участке стало значительно холоднее. Все во льду. Здесь пошли участок льда, такое обледенение. Скользко, капец. Мы с Алисой, скажи, в кроссовках идем. Главное не подскользнуться, Алис, и не упасть на жопу. Скользко, скользко. Мы это сделали. Мы дошли. Алиса прошла в гору по озеру 9 километров сама, пешком, без лошадок. Алиса молодец. Нужно понимать, что дорога в одну сторону, а это 9 километров, займет по времени 2-2,5 часа. И если вы с детьми, то выйдет еще дольше. Чтобы обойти озеро по кругу, вам понадобится 40 минут. И это время наполнено созерцанием одного из самых красивых озер в мире. Мы хотим спуститься туда, к самой кромке озера. Осторожно, под ноги смотрим. При посещении заповедника не забывайте, что это все-таки заповедник, поэтому никакими машинами, велосипедами до озера не добраться, только ножками или лошадками за 90 злотых с человека. До Морского Ока можно самостоятельно добраться из Закопаны и обратно на маршрутках. Они паркуются прямо рядом со входом в национальный парк. А вот какое количество людей в кафешке рядом с озером. Мы зашли погреться и перекусить.
Полчаса мы ждали очереди, чтобы освободился стол. Это, конечно, капец. Народу куча. Заказала им какао. Ничего не понимаю, там на польском было написано. Хотела взять себе суп, в итоге взяла какой-то гуляш. Хотела горячего так. Сейчас будем спускаться. Лошадки нет. Будем идти пешком. И хочу пройтись по другой тропе, ну вот которую мы встречали, которую я вам показывала. Тая, конечно, сопротивляется, не хочет. Надеюсь, что дождь станет меньше, потому что я без дождевика вымокла полностью. Какао пейте, пока горячее, хорошо? Внешний вид может показаться не очень у этого гуляша, но это непередаваемо вкусно. Чистое мяско без единой прослойки жира. Алиса у нас герой. Она сама дошла это расстояние. Даже взрослые, скажи, не все доходят. Молодец. Мы спустились еще раз полюбоваться этой красотой и будем потихонечку возвращаться к нашей машине. Я думаю, что летом в ясную солнечную погоду, конечно, вода, цвет воды здесь на этом озере намного красивее. Но у нас сегодня вот такая погода. Мы начали спуск вниз. Я скажу так, туда, в эту сторону, мы дошли с Алисой вот ровно за 3 часа. Ее маленькими ножками она дотепала сюда. Кто-то писал в интернете, что за 4 часа с детками с маленькими доходили. Ну, значит, мы шли быстрее. Взрослый человек в состоянии дойти за 2,5 часа. Вот так. А детях везут в колясках. А детях везут в колясках, да, Алиса говорит? Детки едут в колясках наверх с папами и с мамами. Я хочу сказать, какой Алиса молодец сегодня. Она прошла такое расстояние, дикое для маленького ребенка. Ни разу не ныла почти, не устала, не плакала, да? Молодец, умничка. Скажи, уже выросла Алиса, и уже нам коляска не нужна, раз мы столько можем пройти. Когда спускаешься вниз, ну или когда поднимаешься, вот такая еще кафешка по пути встречается. Зайдем, уже ничего не будем покупать. Посмотрим, что тут есть. Когда мы начинали наш подъем утром, было значительно теплее. Сейчас температура упала на градусов 6 точно. Ленивцы, которые не хотят идти вниз, поехали на лошадках. Алиса вредная, руку давать мне не хочет. Говорит, я сама. Бух. Только после этого пошла со мной за руку. Получается, на этой тропе вот эти вот серпантины асфальтные мы немножко срезаем. А кто-то только поднимается к озеру. Осторожно, да, осторожненько, под ноги смотрим. Кони поднимаются по серпантину, повозки, а мы сокращаем себе путь по этой дороге. Не похоже на уставшего человека, да? Вообще не похоже. Этот человек пришел с морского ока, с озера. Прошел пешком 20 километров этот человек. На уставшего не катит совсем. Наш день подошел к концу, завтра у всех будут ноги болеть.